everyone. Welcome back to our continued series on the glories of Shri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем! Добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндаван Дхам. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarne. All glories to Srila Prabhupada. So, we've recently finished our discussion on the six Goswamis of Vrindavan. Все слава Шриле Прабхупаде. Недавно мы завершили описание жизни наших 6 Госвами Вриндавана. And I was planning to move on to other subjects. И я уже планировал перейти к другим темам. But I realized there's other Goswamis and other illustrious personalities in Vrindavan's history that we should discuss before we move on to other subjects. Но я понял, что есть другие Госвами и другие выдающиеся личности в истории Вриндавана, о которых мы должны рассказать, прежде чем мы перейдем к другим темам. And one such personality is actually the very first Goswami that Lord Chaitanya requested to go to Vrindavan, and that's the great Lokanath Goswami. И одной такой личностью является на самом деле первый Госвами, которого Господь Чайтанья попросил отправиться во Вриндаван. И это великий Локанат Госвами. So we'll discuss about him today and also his Ishtadeva, his beloved deity, Shri Radha Vinod. Сегодня мы будем говорить о нем, а также о его Иштадеве, его возлюбленном божестве Шри Радха Виноде. And I'm sure and certain that by discussing his divine personality and his service to Lord Chaitanya in Vrindavan 500 years ago, all of us will be purified. Я уверен и убежден, что просто рассказывая о его божественной личности и его служении Господу Чайтанье во Вриндаване 500 лет назад, мы все очистимся. Srila Prabodhananda Saraswati in his Viveka Satakam, a famous book, it means 100 verses of wisdom. In text 88, he mentions this purification. Шрила Прабодхананда Сарасвати в своей известной книге «Вивека Шатакам», что означает «100 стихов мудрости», в 88-м тексте упоминает об этом очищении. It's a beautiful verse. I think it should just flow. Это прекрасный стих. Я думаю, он должен просто литься. So we'll have Mahavan read it its entirety without breaking it up into a translation. Мы попросим Махавана прочитать его целиком, не разбивая его на перевод. «О Господь, выпивая нектар повествования о Твоих трансцендентных качествах в обществе святых людей, голод, жажда, заблуждение, безумие, тревога и болезни не пронзают мое сердце. Глубоко погружаясь в океан блаженства, человек забывает весь мир. Поэтому, пожалуйста, скажи мне, как я могу достичь входа в Твою трансцендентную обитель, к которой обращаются такие мудрецы, как Четверо Кумар и другие?» Yes, by this kata we forget this world. There's no problem with forgetting this world, which is dukkalaya mashashvatam, a temporary place full of so many problems. Благодаря этой катхе мы забываем этот мир. Это не проблема забыть этот мир, который является Дукхалая Ашашватом, временным местом, полным стольких проблем. So let us continue. Итак, давайте же продолжим. So we can begin by glorifying Lokanath Goswami from a special verse by Srila Narahari Chakravarti in his Narottam Vilas, chapter 1, verse 2. Мы можем начать прославление Локанат Госвами с особого стиха Шрила Нарахари Чакраварти из его Наротам Виласы, 1 глава, 2 стих. Bande Shrimal Lokanatham Shrimad Chaitanya Parshadam Shrimad Radha Vinodika Jivanam Jana Jivanam. Quote, I offer my obeisances to Sri Lokanath Goswami, who is the dear associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose life and soul are the deities named Sri Radha Vinod, and who is the life of all individuals in the world. Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Локанатхе Госвами, который является дорогим спутником Шри Чайтанья Махапрабху, чьей жизнью и душой являются божества Шри Радха Винод, и который является жизнью всех людей в мире. Actually, in one sense, we're all familiar with Lokanath Goswami, or we should be. На самом деле, все мы знакомы
или должны быть знакомы с Локанат Госвами. because every morning we're reminded of him when we sing the Guru Vandana prayer. Потому что каждое утро мы вспоминаем его, когда мы воспеваем молитву Гуру Вандана. That's the Guru Puja prayer to Srila Prabhupada. Это молитва Гуру Пуджи Шрили Прабхупаде. It comes from Srila Narottam Das Thakur's Prem Bhakti Chandrika. Она взята из Према Бхакти Чандрики Наратама Дастхакура. And the last stanza is relevant to today's lecture. Последний куплет имеет отношение к сегодняшней лекции. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokanath Lokera Jivana Haha Prabhu Koradaya Dehamora Parachaya Ebiyash Gukturibhuvana. We hear Lokanath Lokera Jivana in that verse. В этом стихе мы слышим Локанат Локера Дживана. The literal translation of that prayer is as follows. O spiritual master, ocean of mercy and friend of the fallen souls, O Lokanath, you are the teacher of everyone and the life of all people. O Master, be merciful unto me and give me the shade of your lotus feet. May your glories be proclaimed throughout the three worlds. Дословно перевод этой молитвы следующий. «О духовный учитель, о океан милости и друг падших душ, о Локанат, ты наставник и господин преданных. О господин, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава о тебе разнесется по всем трем мирам». So Narottam's addressing his guru. Наратам, обращаясь к своему гуру, говорит: Lokanath Lokara Jivana. O Lokanath, you are the shelter of everyone and the life of all people. «О Локанат, ты прибежище для каждого и жизнь для всех людей». So we sing that every morning in the temples. Мы поем это каждое утро в храмах. So we have some understanding of Lokanath Goswami in that way. Поэтому у нас есть некоторое понимание личности Локанатха Госвами таким образом. Now, as far as Lokanath Goswami's identity in the spiritual world, Теперь, что касается личности Локанатха Госвами в духовном мире. there's a book called Gaudiya Vaishnava Abhidhana. Есть книга, которая называется «Гаудия Вайшнава Абхидана». And in that book it states that in the spiritual world, Lokanath Goswami is Manjulali Manjari. И в этой книге утверждается, что в духовном мире Локанат Госвами является Манджулали Манджари. And that view is supported by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his book called Gauragana Swarup Tattva Chandrika. That translates as The Light on the Identity of Gauranga's Associates. In that book also, Lokanath Goswami is referred to as Manjulali Manjari. Эту точку зрения поддерживает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей книге, которая называется «Гаурагана Сварупа Татва Чандрика». Это переводится как «Свет личностей спутников Гауранги». И в этой книге Локанат Госвами к нему обращается так же, как Манджулали Манджари. But in the Gora Ganadesha Dipika by Kavi Karnapura, in verse 187, Kavi Karnapura writes that in the spiritual world, Lokanath Goswami is Lila Manjari. Но в Гаур Ганадеша Дипике Кави Карнапура в стихе 187 он пишет, что в духовном мире Локанат Госвами — это Лила Манджари. And I read that both Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Kavi Karnapura say in their books that Lokanath Goswami also appeared as Sananda, one of the four Kumaras. Я прочитал, что оба, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Кави Карнапура, говорят в своих книгах, что Локанат Госвами также явился как Сананда, один из 4 кумар. So regarding Lokanath Goswami's identity as Manjulali Manjari, the Shastra gives a brief description of her service in Goloka. Что касается личности Локанатха Госвами как Манджулали Манджари, шастры дают нам краткое описание ее служения на Галоке. It's written that she, quote, resides in the abode of sweetness as a 13-and-a-half-year-old Brajagopi. Описывается, что она, цитата, «пребывает в обители сладости, как в Раджагопи, 13,5 лет». She dresses in reddish clothes like Radharani sometimes does.
Она одевается в одежды красноватого цвета, как иногда делает Радхарани. She has a complexion resembling molten gold, Она имеет цвет тела, напоминающий расплавленное золото. and she serves Radharani with her expert skill of dressing and ornamenting. И она служит Радхарани своим искусным мастерством в одевании и украшении. And it's described that just before sunrise and just after Radha and Krishna wake up and leave the groves of Vrindavan for their homes, Radharani's girlfriends, the Manjaris, they crowd around to receive some remnants of the divine couple's pastimes that night. Описывается, что перед самым восходом солнца, сразу после того, как Радха и Кришна просыпаются и покидают рощи Вриндавана, чтобы отправиться домой, подруги Радхарани, Манджари, собираются вокруг, чтобы получить то, что осталось после лил божественной четы той ночью. And at that time, Manjulali Manjari, she enters into the kunj and she collects the garlands and sandalwood pulp, etc., left by Radha and Krishna. Then she comes out and distributes those treasures to all the gopis who are waiting outside. В это время Манджулали Манджари входит в кунджу, собирает гирлянды и сандаловую пасту и так далее, оставленные Радхой и Кришной. Затем она выходит из кунджи и раздает эти сокровища гопи, которые ждут снаружи. So now we know some nice details about Manjulali Manjari, Теперь нам известны интересные подробности о Манджулали Манджари, who appeared as Lokanath Goswami in the year 1483 in the village of Talakadi, which was East Bengal at that time. Now it's Bangladesh. которая явилась как Лаканат Госвами в 1483 году в деревне Талаканди, которая в то время находилась в Восточной Бенгалии, сейчас это Бангладеш. So his mother's name was Sita, Его маму звали Сита, and his father's name was Padmanabha Chakravarti. а его отца звали Падманабха Чакраварти. And like all the other acharyas we've been discussing, it appears that he did very well in school from a very young age. Как все предыдущие ачарьи, о которых мы говорили, с самого юного возраста он очень хорошо учился в школе. Actually, Lokanath Goswami's father was a teacher who had his own school, and Lokanath Goswami studied in that school. Отец Лаканат Госвами был учителем, у которого была своя собственная школа, и Лаканат Госвами учился в этой And he школе. was a brilliant student. И он был блестящим учеником. And whatever knowledge he needed to know, he mastered by the time he was 14, material knowledge. Все знания, которые ему нужно было знать, он освоил к тому времени, когда ему исполнилось 14 лет. So one day his father called him to the side and said, "Son, you've learned whatever knowledge you need to live in this world. Now I want you to learn that knowledge by which you can get out of this world." Однажды отец позвал его к себе и сказал: «Сын, ты узнал все, что тебе нужно, чтобы жить в этом мире. Так что теперь я хочу, чтобы ты обрел то знание, которое выведет тебя из этого мира». So his father sent him to study under his guru, his father's guru, and his father's guru was Advaitacharya. Поэтому отец отправил его учиться у своего гуру, а его гуру был Адвайта Ачарья. And Advaitacharya was living at that time in Navadvip. Адвайта Ачарья в то время жил в Навадвипе. So Lokanath went to Navadvip to study Srimad Bhagavatam under Advaitacharya. И Лаканатха отправился в Навадвипу изучать Шримад Бхагаватам под руководством Адвайта Ачарьи. And he made many friends when he was there, Там он обрел много друзей, but his best friend was Nimai Pandit. но его лучшим другом был Нимай Пандит. Nimai Pandit's Lord Chaitanya when he was a boy. Нимай Пандит — это Господь Чайтанья, когда он был мальчиком. Yeah, Nimai was a good scholar, and so was Lokanath. They were both good scholars, so they used to come together and discuss philosophy. That's how their friendship developed. They'd study philosophy together. Нимай был хорошим ученым, и таким же был Лаканат. Они оба были хорошими учеными, поэтому они обычно собирались вместе и обсуждали философию. Вот как развивалась их дружба. Они вместе изучали философию. And after a few years, Lokanath Goswami finished his studies, and Advaitacharya sent him back to his father. Через несколько лет, когда Лаканат Госвами закончил свое обучение под руководством Адвайта Ачарьи, Адвайта Ачарья отправил его обратно к отцу. But the problem was, well, I don't know if it's really a problem, but when he got home, he couldn't think of anything but Nimai Pandit. Но проблема была в том,
Не знаю, действительно ли это проблема, что по возвращении домой он не мог думать ни о чем, кроме Нимая Пандита. And he just wanted to go back to Navadvip. Ему просто хотелось вернуться обратно, в Навадвипу. We can identify with that. Мы можем себе это представить. If any of us had the opportunity, we'd immediately go to Vrindavan or to Navadvip, to Mayapur. И если бы нам предоставилась возможность, мы бы немедленно отправились во Вриндаван или в Навадвипу, в Майяпур. It's the best place to become purified. Это лучшее место для очищения. Well, then again, one also gets purified by doing Sankirtan for Lord Chaitanya. И вновь повторю, что человек также очищается, совершая санкиртану для Господа Чайтаньи. But you know, Mathura and Vrindavan and Mayapur, they're very potent places. Но вы знаете, что Мадхура, Вриндаван и Майяпур являются очень могущественными And местами. Srila Prabodhananda Saraswati expresses this so nicely in his Viveka Satakam, text 54. Шрила Прабхадананда Сарасвати хорошо передает это в своей Вивека Шатаке, текст 54. And I quote, Я цитирую. "The day is spent in business and the night is taken by sleep. A very frightening personality, Yamaraj, with restless feet, strikes a running buffalo in the form of time. It is very difficult to attain the city of Mathura, which is able to wash off the impurities of the age of Kali, and where Lord Hari snatches the cupid that now makes my heart tremble." День проводится в делах, а ночь во сне. Очень устрашающая личность, Ямарадж, с незнающими устали ногами, подгоняет бегущего быка в форме времени. Очень трудно достичь города Мадхуры, который способен смыть скверну века Кали, и где Господь Хари похищает Купидона, и это заставляет теперь мое сердце трепетать. It says it's difficult to get to Mathura, but if you get there, you become washed of all the impurities of the age of Kali. Говорится, что очень трудно достичь Мадхуры, но если вы достигнете ее, то очиститесь от всей скверны века Кали. So to keep his, you could say, restless mind engaged, Lokanath followed in the footsteps of his father, and he started his own tola, his own school. Чтобы занять свой беспокойный ум, Лаканат, следуя по стопам своего отца, основал свою собственную толу, свою собственную школу. But even while he was teaching, he couldn't stop thinking of his friend Nimai Pandit. Но даже пока он преподавал, он не переставал думать о своем друге, Нимая Пандите. Everything he had, you know, decent home, career, money, status in society, it all paled in comparison to his love for Nimai Pandit. У него было все. Хороший дом, карьера, деньги и положение в обществе. Но все это меркло по сравнению с его любовью к Нимая Пандиту. And again, Srila Prabodhananda Saraswati puts that into proper perspective for us. И снова, Шрила Прабхадананда Сарасвати поясняет это надлежащим образом для нас. He writes, there is no permanence in this body, which is like a reflection of the sun on the water contained on a shaking leaf. O Lord of my life, the desire to see you will remain forever in my heart. Therefore, I do not find any lasting satisfaction amongst relatives, in foodstuffs, in the day, at night, at home, or outside. There's no permanence in this body. Он пишет, в этом теле нет постоянства. Оно подобно отражению солнца в воде на дрожащем листе. Большую часть моей жизни желание увидеть тебя всегда останется в моем сердце. Поэтому я не нахожу никакого длительного удовлетворения среди родственников, в пище, днем, ночью, дома или снаружи. В этом теле нет постоянства. So then one day after coming home from teaching, Lokanath was attending to his elder father when there was a knock on the door. Однажды, вернувшись домой после преподавания, Лаканатха ухаживал за своим престарелым отцом, когда в дверь постучали. And when he opened the door, who was there? Nimai Pandit. И когда он открыл дверь, кто же там был? Нимай Пандит. Nimai Pandit, Pandit means, you know, like scholar, learned scholar. So Nimai Pandit was on a tour around that part of India as a Digvijay. He was defeating atheists and false logicians and mundane philosophers. Нимай Пандит. Пандит значит ученый, просвещенный, образованный. Итак, Нимай Пандит путешествовал по той части Индии, как Дигвиджай, побеждая атеистов, заблуждающихся логиков и мирских философов. And no one could defeat him.
и никто не мог победить его. Even though he was only one half the age of his opponents, no one could defeat him. Даже когда он был в 2 раза младше своих оппонентов, никто не мог его победить. And there's a very simple reason why. И на то есть очень простая причина. We learn that in Bhagavad Gita. Мы знаем это из Бхагавад-гиты. Sarvasya chaham hridi shanivishto matashmatirgyanam apoanam cha Vedaischar savar aham eva vedyo Vedanta krid Vedavid eva chaham. Krishna says, I'm seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I'm the knower of the Vedas. Кришна говорит: «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель Веданты и знаток вед». Krishna says, I'm the knower of Vedas. And who's Nimai? He's Krishna in the age of Kali. So how can you defeat him? He's the knower of the Vedas. Кришна говорит: «Я знаток вед». А кто такой Нимай? Он Кришна, век Кали. Так как его можно победить? Он знаток вед. So that's what, cultured boys, Brahmana boys did in those days. They discussed philosophy. Это то, чем образованные юноши, мальчики-браманы, в то время занимались, обсуждали философию. And instead of playing soccer and cricket and all these different things, their fun was to travel and debate with others philosophy. This is high culture, Aryan culture. Вместо того, чтобы играть в футбол, крикет и в разные другие игры, их развлечением было путешествовать и участвовать в дебатах с другими философами. Такова высокая культура, арийская культура. So there's Nimai and there's Lokanath. So they hadn't seen each other in a long time. Итак, Нимай и Локанатх не видели друг друга долгое время. So Nimai Pandit asked Lokanath if he wanted to come and travel with him and help him debate against all these different philosophers. И Нимай Пандит спросил Локанатха, хочет ли он путешествовать вместе с ним и помогать ему в споре со всеми этими разными философами. And when Lokanath asked his father for permission, his father immediately agreed. He said, yes, you can go. Локанатха спросил у своего отца разрешения, и его отец тотчас же согласился. Он сказал: «Да, ты можешь пойти». So the two of them traveled like that for several months, and they traveled together for several months. Так они путешествовали вдвоем несколько месяцев. Now it should be noted that their desire to debate and defeat other philosophers was not coming from pride or arrogance, but it was coming from a genuine compassion in their hearts for others. Следует заметить, что их желание участвовать в спорах и побеждать других философов проистекало не из гордости и высокомерия, а из истинного сострадания к другим в их сердцах. The only absolute truth is Govinda Maripurusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the Supreme Personality of Godhead. Единственная абсолютная истина — это Говиндам Адипурушам Тамахам Баджамим. Я поклоняюсь Говинде, Верховной Личности Бога. Other philosophies are a distraction. Остальные философии отвлекают внимание. And that's also nicely described by Srila Prabodhananda Saraswati in his Vivek Satakam. It's text 71. И это также прекрасно описывается Шрилой Прабодханандой Сарасвати в его Вивека Шатаке, текст 71. It's a technical verse. Это технический стих, but I think you'll like it. но я думаю, он вам понравится. So because it's technical, we'll ask again Madhavan to read it just in Russian. Поскольку он технический, я снова попрошу Махавана прочесть его сразу на русском. Некоторые люди очень искусны в использовании веских доводов и логики. Некоторые болтливые люди искусны в спорах, джалпа. Другие очень сильны в двухсмысленных ответах, вак-чхала. Другие в том, чтобы давать ценные советы, джати. Некоторые в указаниях на недостатки в рассуждениях, ниграха. И в сильных аргументах, витанда. А также есть те, кто знает принцип, заключающийся в том, что по дыму из горы можно понять, что в ней есть огонь. Так все они приближаются к концу своей жизни.
Я испытываю сострадание ко всем этим ученым, не желающим погрузиться в удивительное описание Господа Шри Кришны. Вивека Шатака, текст 71. I take pity on all these scholars who are averse to the wonderful descriptions of Lord Sri Krishna. Я испытываю сострадание ко всем этим ученым, не желающим погрузиться в удивительное описание Господа Шри Кришны. So this was the mood of Nimai Pandit and Lokanath as they traveled around defeating everyone. They just wanted to bring people closer to Krishna. Таково было настроение Нимая Пандита и Локанатха, когда они путешествовали повсюду, побеждая всех. Они просто хотели приблизить людей к Кришне. So in this way they traveled, for quite some time. But after a while, Nimai Pandit went back to Navadvip, and Lokanath went back to stay with his parents. Таким образом, они путешествовали довольно долго, но некоторое время спустя Нимая Пандит вернулся в Навадвипу, а Локанат вернулся, чтобы находиться с родителями. And he took care of his parents until they departed this world about 5 years later. Он ухаживал за родителями, пока они не покинули этот мир примерно 5 лет спустя. And as soon as his parents passed away, he renounced the world. Lokanath became Lokanath Goswami. А как только они ушли, покинули этот мир, он принял отречение. Локанат стал Локанат Госвами. And he immediately went to Navadvip, back to Navadvip, Он незамедлительно отправился в Навадвипу, to be with his friend and master, Nimai Pandit. чтобы находиться рядом со своим другом и учителем, Нимаем Пандитом. I say master because according to the Gaudiya Vaishnav Abhidhana, again, during that visit, Nimai Pandit accepted Lokanath officially, Diksha, as his disciple. Я говорю учителем, потому что согласно Гаудия Вайшнава Абхидане, во время своего пребывания там, Нимай Пандит принял Локанатха, дал ему официальную дикшу как своему ученику. Now, it's described that as such, Lokanath was hoping to Lokanath Goswami now, of course, because he's renounced. Lokanath Goswami was hoping to stay with Nimai. Описывается, что Локанат Госвами, так как он уже принял отречение, мечтал остаться с Нимаем. But like we've mentioned before, other Goswamis, they also wanted to stay with Nimai or with Lord Chaitanya, but the Lord had other plans for them, and so he had other plans for Lokanath Goswami as well. Но, как мы уже упоминали в случае с остальными Госвами, они также хотели остаться с Нимаем, с Господом Чайтанья, но у Господа были на них другие планы. Также у него были другие планы и на Локанатха. One time Prabhupada said, I have my plan, you have your plan, but Krishna has his plan. So we always have to be ready to accept the will of the Lord. Однажды Шрила Прабхупада сказал, у меня свои планы, у тебя свои планы, а у Кришны свой план. Поэтому мы всегда должны быть готовы принять волю Господа. So what was Nimai Pandit's plan for Lokanath Goswami? И какой же был план Нимая Пандита на Локанатха Госвами? He said, no, you can't stay with me. Он сказал, ты не можешь остаться со мной сейчас. Rather, you go to Vrindavan and discover the lost places of Krishna's pastimes with your other friend, Bhugarbha Goswami. Лучше отправляйся во Вриндаван и разыщи забытые места Лил Кришны вместе со своим другим другом Бугарбой Госвами. So for a moment, Lokanath Goswami just stood there, meditating on Nimai's instructions to leave him, and then he fell unconscious. На мгновение Локанатха замер, медитируя на наставление Нимая покинуть его, а затем упал без сознания. So when he came to, the acharyas say that it was only with great effort that the Lord was able to convince him to leave Navadvip and go to Vrindavan. А когда он пришел в себя, ачарьи говорят, что только с большим трудом Господь смог убедить его отправиться во Вриндаван. Actually, they kind of had a debate between themselves. Они даже могли бы поспорить между собой.
You go. I don't think I can go. No, go. But I don't think I can do. I can't leave you. Отправляйся. Не думаю, что смогу уйти. Нет, иди. Но я не думаю, что могу уйти. Я не могу оставить тебя. But Lord Nimai Pandit won the argument. Но Нимай Пандит выиграл спор. He won the heart of Lokanath Goswami, you could say. Можно даже сказать, что он завоевал сердце Локанат Госвами. He said, you must go because, quote, a servant can only be happy when his master is happy. Он сказал, ты должен идти, потому что, цитата, «слуга может быть по-настоящему счастлив только тогда, когда счастлив его господин». And that truth, that very profound truth, that a servant can only be happy when his master is happy, that, Lokanath gave in. Okay, you're right, I'll go. И это истина, это очень глубокая истина, что слуга может быть счастлив только тогда, когда его господин счастлив, убедила Локанатха сдаться. Он сказал, хорошо, ты прав, я пойду. So then Lokanath Goswami went to find Bhugarba Goswami. После этого Локанат Госвами отправился искать Бугарбу Госвами. This Bhugarba Goswami was a disciple of Gadadhar Pandit. Бугарба Госвами был учеником Гададхар Пандита. And when Lokanath Goswami requested Bhugarba Goswami to join him, it's described Bhugarba was horrified at the prospect of leaving the association of Lord Chaitanya. Но когда Локанатха Госвами попросил Бугарбу Госвами присоединиться к нему, описывается, что Бугарба был в ужасе от перспективы оставить общество Господа Чайтанья. Bhugarba Goswami said, but I can't leave Chaitanya Mahaprabhu. Бугарба Госвами сказал, но я не могу оставить Чайтанья Махапрабху. But then Lokanath convinced him by using Nimai's wisdom. Но Локанатх убедил его, используя мудрость Нимая. He said to Bhugarba Goswami, a servant can only be happy when his master is happy. Он сказал Бугарбе Госвами, слуга может быть счастлив только тогда, когда счастлив его господин. So Bhugarba Goswami agreed, okay, I'll go. И Бугарба Госвами согласился и сказал, хорошо, я пойду. So within a few days they were walking to Vrindavan from Navadvip. Итак, через несколько дней они начали свой путь из Навадвипа во Вриндаван. And their journey took them through several important towns. Их путь пролегал через несколько важных городов. Raj Mahala, Tajapura, Purnia, Ayodhya, Lucknow, and Gokul. Those are some of the towns they passed through. Радж-Махала, Тадж-Пура, Пурния, Айодхя, Лакнау и Гокула. Вот некоторые из городов, через которые они проходили. That may not be very important to some mundane scholars, but we love to hear every detail about our acharyas. Это может быть не очень важно для некоторых мирских ученых, но мы жаждем слушать каждую подробность о наших ачарьях. And it was a very difficult journey. It took them 3 months. Это было очень трудное путешествие. Оно заняло 3 месяца. But it's described when they arrived in Mathura, which is just before Vrindavan, it's described their bliss knew no bounds. Но описывается, когда они прибыли в Мадхуру, которая находится перед Вриндаваном, их блаженство не знало границ. We can all relate to that. Это относится и ко всем нам. You know, when you arrive in Delhi and you take the taxi to Vrindavan, your heart's pumping. When you arrive in Kolkata, you're taking the taxi to Mayapur, your heart is pumping. Our bliss is also increased by approaching the Dham. Вы знаете, когда вы приезжаете в Дели и берете такси до Вриндавана, ваше сердце учащенно бьется. Когда вы приезжаете в Калькутту и берете такси до Майяпура, ваше сердце учащенно бьется. Наше блаженство увеличивается по мере приближения к Дхаме. We know it's our real home. Мы знаем, что это наш настоящий дом. And we know Krishna lives there. И мы знаем, что Кришна живет And там. we know we're going to get purified. И мы знаем, что мы очистимся. Again, Srila Prabodhananda Saraswati
puts it beautifully in one of his verses. И снова Шрила Прабхадананда Сарасвати говорит об этом очень красиво в одном из своих стихов. He writes, Mathura gives a taste for your devotional service and makes one's mind feel no attraction for the path of material existence. It spreads your blissfulness, removes darkness, and throws all calamities far away. It gives the pleasure of saintly association and charms the ocean of honor. O Gopinath, please bring me to Mathura, for I have a desire to see your lotus feet. Он пишет: Мадхура дает вкус к преданному служению тебе и заставляет ум не чувствовать притяжения к пути материального существования. Она распространяет твое блаженство, рассеивает тьму и отбрасывает далеко все бедствия. Она дает наслаждение от общения со святыми и вспенивает океан чести. О, Гопинатха, пожалуйста, приведи меня в Мадхуру, потому что у меня есть желание увидеть твои лотосные стопы. Mathura removes darkness and throws calamities far away. Мадхура устраняет тьму и отбрасывает далеко все бедствия. Srimati Dham ki. Чай. So Shastra says that upon arriving in Vrindavan, they were met by Shri Subhuti Mishra. Шастра говорит, что когда они пришли во Вриндаван, их встретил Шри Субудхи Мишра. Actually, Subhuti Mishra was the first follower of Gauranga Mahaprabhu to go to Vrindavan. Субудхи Мишра был первым последователем Гауранги Махапрабху, который отправился во Вриндаван. And then came Lokanath Goswami and Bhagarbha Goswami, and then came the six Goswamis, and then came Narottam, Srinivas, and Shamananda. А затем пришли Лаканатха Госвами и Бугарба Госвами, затем пришли 6 Госвами, а затем пришли Нароттам, Шриниваса и Шьямананда. So after settling in Vrindavan, they took up the work of, trying to locate the lost places of Radha and Krishna's pastimes. Итак, после того, как они поселились во Вриндаване, они взялись за работу, пытаясь найти потерянные места лил Радхи и Кришны. Now that was not easy because Vrindavan, it was a jungle. Это было нелегко, поскольку Вриндаван тогда был джунглями. And they only had some, vague scriptural references to work with. And aside from some tribal people, there was really no one else living in У них Vrindavan. были только неопределенные ссылки на духовные писания, с которыми можно было работать. И кроме некоторых племен во Вриндаване действительно никто не жил. But the acharyas say that due to their purity and spiritual advancement, they were, quote, able to find holy places amongst covered ponds, temple ruins, and landmarks, resembling the descriptions in the scriptures that they had. Но ачарьи говорят, что благодаря своей чистоте и духовному развитию они смогли найти святые места среди скрытых прудов, руин храмов и достопримечательностей, напоминающих описания в священных писаниях, которые у них были. And I found it very interesting that they kept records of their findings, and they even began to draw a rough map of Vrindavan and, saying where all the holy places were. Мне показалось очень интересным, что они ввели записи о своих находках и даже начали рисовать приблизительную карту Вриндавана, где находились все святые места. But then suddenly, one day, some news came from Bengal, which brought all of their seva or their work to a halt, to a stop. Но однажды неожиданно из Бенгалии пришли новости, которые приостановили их севу или приостановили всю их работу. And that was that Nimai Pandit had taken sannyas. И это была новость о том, что Нимай Пандит принял саньясу. As we described the other day, different devotees took different views on this news. They took it different ways. Some were greatly disturbed because, the Supreme Personality of Godhead is, the Supreme Enjoyer is practicing renunciation. What's this? Как мы описывали на днях,
Разные преданные воспринимали эту новость по-разному. Некоторые были очень обеспокоены тем, что Верховная Личность Бога, Верховный Наслаждающийся, отрекся от мира. Что это такое? The Supreme Personality of Godhead has no interest in this world. Really, it's just, he describes it as his inferior energy. So like, he's not attached to it. Why does he have to renounce it? Верховную Личность Бога не интересует этот мир. На самом деле он просто описывает это как свою низшую энергию. Так как он не привязан к ней, почему он должен от нее отрекаться? But we know that Lord Chaitanya took sannyas so that people would take him seriously. Но мы знаем, что Господь Чайтанья принял саньясу для того, чтобы люди воспринимали его всерьез. Even today in India, people give respect to people in the renounced order of life and they listen to them. Даже сегодня в Индии проявляют уважение к людям отреченного образа жизни и слушают их. So, but this news actually enlivened Lokanath and Bhagarba. They weren't upset. They were actually enlivened because they knew the heart of Chaitanya Mahaprabhu and they knew that he wanted to spread the glories of Krishna all over the world. So this was the real beginning of the Sankirtan movement in earnest. Эта новость действительно оживила Локанатха и Бугарбу. Они не расстроились, они на самом деле оживились, потому что они знали сердце Чайтанья Махапрабху, и они знали, что он хотел распространить славу Кришны по всему миру. Так что это было всерьез настоящим началом движения Санкиртаны. That he'd come to the world for this purpose, to start this amazing mission of Krishna consciousness. Они знали, что он пришел в этот мир с этой целью — начать эту удивительную миссию сознания Кришны. This mission is very nicely described again by Srila Prabodhananda Saraswati, but this time in his Chaitanya Chandamrita. Эта миссия хорошо описана также Шрилой Прабодханандой Сарасвати, но в этот раз это описание находится в его произведении Чайтанья Чандрамрити. So we'll have Mahavan read it because it's quite long, but listen carefully, it's really nectar. The mission, what is the mission of Chaitanya Mahaprabhu? И мы попросим Махавана прочитать, поскольку это довольно длинный текст, но слушайте внимательно. Это настоящий нектар. Какова миссия Чайтаньи Махапрабху? Слышал ли кто-нибудь о чем-то, известном как према, как о конечной цели человечества? Знал ли кто-нибудь о божественной силе святых имен? Входил ли кто-нибудь в сладкий, чарующий лес Вриндавана? Знал ли кто-нибудь Шри Радху, как воплощение наивысшего трансцендентного экстаза, олицетворение самых отдаленных уголков сладости супружеской любви, в высшей степени достойное поклонение, достойное самого полного предела любовного благоговения? Только благодаря абсолютному состраданию Шри Чайтаньи Чандры эти редчайшие сокровища были обнаружены, найдены сияющими во тьме Кали-юги, освещенные лунным светом его милосердия. Only these rarest gems of Krishna consciousness are found in Kali Yuga by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Все эти редчайшие сокровища сознания Кришны в Кали-югу можно найти только по милости Чайтаньи Махапрабху. So upon hearing this ecstatic news that Mahaprabhu had taken sannyas and he was going to start traveling in South India and preaching, Lokanath Goswami and Bhagarba Goswami, they had a very strong desire to see the Lord as a sannyasi. Итак, услышав эту экстатическую новость, что Махапрабху принял саньясу, что он собирался отправиться в путешествие по Южной Индии проповедовать, у Локанатха Госвами и Бугарби Госвами возникло очень сильное желание увидеть Господа как саньяси. He was very beautiful as Nimai Pandit, but as a sannyasi, as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, his full beauty was Он revealed. был очень красивым, как Нимай Пандит, но как саньяси, как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, раскрылась его полная красота. Chaitanya Chandamrita describes Mahaprabhu as a sannyasi. Чайтанья Чандрамрита описывает Махапрабху как саньяси. And we'll have Mahavan recite that verse as well that I found in the Chaitanya Chandamrita. Мы попросим Махавана также прочитать тот стих, который я нашел в Чайтанья Чандрамрите. Во всех направлениях раздаются звуки его шагов.
Он омывает землю своими слезами и оглашает небеса своим громким смехом. Его прекрасные широкие бедра покрыты шафрановой одеждой, а его форма так же великолепна, как луна. Кто же эта божественная личность, радостно танцующая в цветочном саду на берегу соленого океана? So learning, that he'd left Puri and he was going to travel in the south, they decided to go to South India and find him there. Узнав, что Господь Чайтанья покинул Пури и собирался путешествовать на юг, они решили отправиться в Южную Индию и найти его там. But that's a big challenge because, South India is very big. Но это большая проблема, потому что Южная Индия очень большая. And there were no phones, no internet, nothing, no social media. So it was a gamble actually to go and try to find Mahaprabhu because there was no fixed itinerary. He was wandering like a mendicant. И Mahaprabhu. тогда не было телефонов, не было интернета, ничего не было. Не было социальных сетей. Это была фактически азартная игра. Пойти и найти Махапрабху, потому что у него не было определенного маршрута. Махапрабху просто бродил как странствующий нищий. So actually Mahaprabhu spent 5 or 6 years in South India, and Lokanath Goswami and Bhagarbha Goswami, they never found him in his wanderings. В действительности Махапрабху провел 5 или 6 лет в Южной Индии, и Локанат Госвами и Бугарба Госвами так и не нашли его в его странствиях. And eventually, actually, Lord Chaitanya, in his travels, he came to Vrindavan. В конце концов, Махапрабху в своих странствиях пришел во Вриндаван. And when Bhagarbha Goswami and Lokanath Goswami heard that he was in Vrindavan, they left South India to come to Vrindavan to see him. Когда Бугарба Госвами и Локанат Госвами услышали, что он во Вриндаване, они покинули Южную Индию и отправились во Вриндаван, чтобы увидеть его. But as it would happen, when they got to Vrindavan, Lord Chaitanya had just left a few days earlier on his way back to Jagannath Puri. Но так уж случилось, что когда они добрались до Вриндавана, Господь Чайтанья всего несколько дней назад покинул его и был на обратном пути в Джаганнатхапури. So they immediately left Vrindavan to catch up with him on the way to Puri. Они немедленно покинули Вриндаван, чтобы догнать его на пути в Пури. But on the way, Lord Chaitanya appeared to Lokanath Goswami in a dream, and he gave him a very firm instruction. He said, I'm always with you in Vrindavan, but so return there and never leave again. I'm always with you in Vrindavan. You don't have to leave. Go back and do your service there. Но по пути Господь Чайтанья явился во сне Локанатхи Госвами и дал ему очень строгое наставление. Он сказал: «Я всегда с тобой во Вриндаване. Вернись туда и никогда больше не уходи. Я всегда с тобой во Вриндаване. Тебе не нужно уходить. Вернись и продолжай свое служение». So very там». humbled, Lokanath and Bhagarbha returned to Vrindavan, and they took up the work that they were originally asked by the Lord to do, to continue finding the holy places. Очень смиренные Локанатха и Бугарба вернулись во Вриндаван и занялись работой, которую изначально их просил сделать Господь, продолжать находить святые места. So the Acharyas write that, quote, they would now be satisfied by seeing him not with their eyes, but through their service to him. Ачарьи пишут, что теперь они будут удовлетворены, увидев его не своими глазами, а через свое служение ему. That's interesting. They would now be satisfied by seeing him not with their eyes, but through their seva. Это интересно. Они будут удовлетворены, увидев его не своими глазами, а через севу. So naturally, Lokanath Goswami was missing Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, естественно, Локанат Госвами скучал по Чайтанье Махапрабху. And also within his heart, because he couldn't have Mahaprabhu's association. In his heart, he had a secret desire to have a deity of the Lord. А также в своем сердце, потому что он не мог общаться с Махапрабху, в своем сердце у него было тайное желание иметь божество Господа. He can't have the personal association, so he said, well, just as good, I have the secret desire. If I could have a deity, it'd be okay. У него не было личного общения, но это было не хуже, было также хорошо.
У меня есть тайное желание. Если бы у меня было божество, то все было бы хорошо. So the Lord knows everyone's heart because He's in the heart. So the Lord knew Lokanath Goswami's desire, and He arranged for him to get the most beautiful deity. Господь знает сердце каждого, поскольку Он находится в сердце. Господь знал о желании Локанат Госвами, и Он устроил все таким образом, чтобы он получил самое прекрасное божество. It happened when Lokanath Goswami was staying in a kunja or a grove near the banks of Kishori Kund. Kishori Kund is a special lake where Srimati Radharani took her coronation bath after being declared Queen of Vrindavan by her Gopi girlfriends. Это произошло, когда Локанат Госвами остановился в Кунджи или роще, рядом с Кишори-Кундой. Кишори-Кунда — это особенное озеро, где Шримати Радхарани принимала свое омовение после коронации, после того, как ее подруги Гопи провозгласили ее царицей Вриндавана. One day, holding a deity of himself, there's different versions, but this is my favorite version. One day, holding a deity of himself, Krishna appeared before Lokanath Goswami. Есть разные версии, но это моя любимая версия. Однажды, держа в руках божество самого себя, Кришна явился перед Локанатхой Госвами. And he said to Lokanath, Lokanath, you may worship me, worship this deity of me, known as Radha Vinod. Radha Vinod means, quote, he who gives pleasure to Vinoda, to Radha, gives pleasure, Vinoda, to Radha. И сказал: Локанат, ты можешь поклоняться этому моему божеству, известному как Радха-Винод. Радха-Винод означает тот, кто доставляет удовольствие. Винода — Радхи. So then Krishna, who's holding this deity, he carefully placed his own, you could say, enchanting blackish form into Lokanath Goswami's trembling hands, and then he disappeared. Затем Кришна, держа это божество, осторожно положил свою очаровательную темную форму в дрожащие руки Локанатха и исчез. Krishna appears before Lokanath with the deity, and he gives the deity to Lokanath and says, this deity's name is Radha Vinod. He's yours. Перед тем, как уйти, Кришна появляется с божеством, и он дает божество Локанатхе и говорит: это божество зовут Радха-Винод. Он твой. This deity's name is Radha Vinod. The Lord named the deity. Это божество зовут Радха-Винод. Господь дал имя божеству. So it's described that Lokanath was momentarily perplexed. Описывается, что Локанатх растерялся на мгновение. He was thinking, I don't even have a hut in which to live. How can I properly take care of a deity? Он думал: у меня нет даже хижины, чтобы жить. Как я смогу правильно заботиться о божестве? So in response to Lokanath's anxiety, the deity, Radha Vinod, smiled and said, И в ответ на беспокойство Локанатха Радха-Винод улыбнулся и сказал: quote, first you call me to accept your worship, then when I come you complain. Don't worry, like you, I reside in this forest of Umrao. Just make some arrangement to feed me, but quickly, because I'm hungry, unquote. Сначала ты зовешь меня принять твое поклонение, а когда я прихожу, жалуешься. Не беспокойся. Так же, как и ты, я пребываю в этом лесу Умрау. Просто организуй что-нибудь, чтобы накормить меня, но быстро, ведь я голоден. So hearing his deity speak to him like that, Lokanath was floating on waves of prema. Услышав, как его божество говорит с ним так, Локанатха плыл по волнам премы. But somehow he very quickly prepared some rice and offered it to the Lord on a fresh banana leaf. Но каким-то образом он быстро приготовил немного риса и предложил его Господу на свежем банановом листе. And as the deity ate, Lokanath gazed at Radha Vinod's breathtaking beauty. И пока божество вкушало, Локанат смотрел на захватывающую дух красоту Радха-Винода. And when the local villagers came to find out that Lokanath Goswami had a beautiful deity, they offered to build a nice bhajan kutir
for the Goswami and for the deity. Когда местные жители узнали, что у Локанат Госвами было красивое божество, они предложили построить красивый баджан-кутир для Госвами и божества. Like a simple bhajan kutir. Простой баджан-кутир. But Lokanath Goswami refused. He preferred to live, like the Goswamis often did, under a different tree every night. Но Локанат Госвами отказался. Он предпочел жить, как часто жили Госвами, каждую ночь под разными деревьями. In fact, Radhavinod's temple, you could say, became a simple cloth bag which Lokanath Goswami lovingly wore around his neck. He just had a bag and he put the deity in the bag and wear the deity. That was the temple. На самом деле храмом Радха-Винода, можно сказать, стала обычная тряпичная сумка, которую Локанат Госвами с любовью носил на шее. У него просто была сумка, и он помещал божество в нее и просто носил божество. Это и был храм. And he would serve the deity very simply. He'd just get some, some forest fruits, some vegetables, and that's what he would offer the deity. It was very simple puja, but full of bhakti, full of prem. Он служил божеству очень просто. Он находил немного лесных фруктов и овощей, и потом предлагал их божеству. Это была очень простая пуджа, но полная бхакти и полная према. And he continued with his service of, that Mahaprabhu had given him to look for the lost places of Krishna's pastimes. И он продолжал свое служение, которое Махапрабху поручил ему, это искать потерянные места лил Кришны. But it's really interesting, it's amazing that as he was wandering, looking for these different places, how did he find them? The deity, Radhavinod, would speak to him. Oh, over there I performed Rasa Leela with the gopis. Hey, over there I took prasadam with my cowherd friends, and that's where my mother bathed me. The deity would tell him where, because the deity is Krishna, and Krishna was there 5,000 years ago. So that's how he discovered many holy places. Это очень интересно. Удивительно, что когда он бродил в поисках разных мест, как же он их находил? Божество Радха-Винода разговаривало с ним. «О, там я провожу Расалилу с гопи. Смотри, а вот там я принимал просад со своими друзьями, пастушками. А там моя мама омывала меня». Божество говорило ему, где какое место находится, потому что божество — это Кришна. А Кришна был там 5000 лет назад. Таким образом, он открыл много святых мест. Very blissful pastimes Лилы полны блаженства, that advanced devotees have with their deities. которые происходят у продвинутых преданных с их божествами. We must remember, whether we know it or not, the deity is always fully conscious. Мы должны помнить, что знаем мы это или нет, но божество всегда пребывает в полном сознании. The most important rule in deity worship is to always remember the Lord is a person. Самое важное правило поклонения божествам — всегда помнить, что Господь — личность. Unfortunately, after some time, some years, the very devastating news came to Vrindavan that Lord Chaitanya had left this world. К сожалению, через некоторое время, через несколько лет во Вриндаван пришла очень сокрушительная весть о том, что Господь Чайтанья оставил этот мир. And suddenly a wave of lamentation came, over all of North India. И внезапно волна скорби прокатилась по всей Северной Индии. Devotees couldn't even lift a pair of kartals to do kirtan. They were so devastated. Преданные не могли поднять даже пару каратала, чтобы начать киртан. Они были так подавлены. And if they managed to do kirtan, they would just remember Lord Chaitanya and fall unconscious. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashri Go Bhakti Vrindam. They'd have kirtan, they'd remember Mahaprabhu, they'd fall unconscious. И если им удавалось начать киртан, они вспоминали Махапрабху и падали без сознания. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. У них был киртан, они вспоминали Махапрабху и теряли сознание. So for all practical purposes, the Sankirtan movement stopped.
Так что по существу движение Санкиртаны прекратилось. There's not so much information about that time because nobody wanted to write it. О том времени не так много информации, потому что никто не хотел об этом писать. But as we mentioned the other day, by the mercy of the Lord, a fresh gust of air finally came to Vrindavan in the form of three personalities, Narottam, Srinivas, and Shamananda Pandit. Но, как мы упоминали на днях, по милости Господа во Вриндаван наконец пришел свежий порыв воздуха в виде трех личностей – Нароттама, Шриниваса и Шьямананда There Пандита. again, they were the original second generation. Опять же, это было изначальное второе поколение. And they brought this fresh gust of air to Vrindavan by their ability to take up the mission in due course of time. И они принесли этот свежий порыв воздуха во Вриндаван, благодаря своей способности взять на себя миссию в надлежащее время. Just like one day, ISKCON's second generation, you will all be responsible for taking up the mission of Chaitanya Mahaprabhu. You must also bring a gust of fresh air to the Sankirtan movement. Подобно тому, как однажды второе поколение ИСККОН, вы все будете ответственны за выполнение миссии Чайтанья Махапрабху. Вы также должны принести порыв свежего воздуха в движение Санкиртаны. All best wishes to all of you. May you be successful. Наилучшие пожелания всем вам, пускай вы достигнете успеха. A grave responsibility, Это серьезная ответственность, but blissful as well. но также полное блаженство. So when these three saints arrived in Vrindavan, Jiva Goswami took them in and he trained them up in his school in the philosophy and all the arts of devotional service. Когда трое святых прибыли во Вриндаван, Джива Госвами принял их и обучил в своей школе, философии и всем искусствам преданного служения. And he was so impressed with their progress that even though they were young men, when they graduated from the school, he gave them very prestigious titles. Он был так впечатлен их успехами, что даже несмотря на то, что они были молодыми людьми, когда они закончили его школу, он дал им очень престижные титулы. Narottam became Narottam Das Thakur or Thakur Mahasaya. Srinivas became Srinivas Acharya, and Shamananda became Shamananda Pandit. Нароттам стал Нароттам Дас Тхакур или Тхакур Махашая, Шринивас стал Шринивас Ачарьей, а Шьямананда стал Шьяманандой Пандитом. And they were about to change the world. И они собрались изменить весь мир. Mahaprabhu's movement is meant to change the world. Движение Махапрабху призвано изменить мир. How so? Каким образом? That's described again by Srila Prabodhananda Saraswati. Это снова описано Шрилой Прабодханандой Сарасвати. Quote, with the appearance of the moon-like Lord Gauranga in Gaudadesh, glass has become gold. Gold has become so many philosopher's stones. Vaidurya gems produce similar matchless jewels. Crows become like Garuda. Crooked, ugly trees become sandalwood trees. And barren trees become wish-fulfilling trees. Is this not wonderful, he С says? появлением луноподобного Господа Гауранги в Гаудадеше стекло превратилось в золото, золото превратилось в множество философских камней, из драгоценных камней Вайдурья происходят такие же несравненные драгоценности. Вороны становятся подобными Гаруде, кривые уродливые деревья становятся сандаловыми деревьями, а бесплодные деревья становятся деревьями, исполняющими желания. Разве это не замечательно? Говорит он. As the moon-like Lord Gauranga appeared in Gaudadesh, such love of God, which is like fresh nectar and is very hard to obtain, although desired by the greatest sages such as Lord Brahma, and yet to be comprehended even by Lakshmi and others, has attained plenitude in this Kali Yuga. Now even foolish and sinful people, down to the dog eaters, have obtained such burning love of God.
Is this not wonderful? Когда луноподобный Господь Гауранга явился в Гаудадеше, такая любовь к Богу, которая подобна свежему нектару и очень труднодостижима, хотя и желанна величайшими мудрецами, такими как Господь Брахма, и все же постигается даже Лакшми и другими, достигла полноты в эту Кали-югу. Теперь даже глупые и грешные люди, вплоть до собакоедов, обрели такую горячую любовь к Богу. Разве это не замечательно? Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki Jai Ho. Change the world. Изменим мир. It'll take some time, but it will happen. Это займет некоторое время, но это произойдет. So as we mentioned before, Jiva Goswami wanted to send these three saints to Bengal with the Goswami's books. Как мы уже упоминали ранее, Джива Госвами хотел отправить этих трех святых в Бенгалию с книгами Госвами. But Jiva Goswami was a little anxious because Narottam Das Thakur wasn't initiated yet. Но Джива Госвами был немного обеспокоен, потому что Нароттам Дас Тхакур еще не получил посвящения. And he felt he needed to be initiated to do what he had to do. И он чувствовал, что ему нужно получить посвящение, чтобы делать то, что он должен был сделать. So actually, Narottam Das Thakur had had a dream in which a divine personality had instructed him to take initiation from Lokanath Goswami. Нароттам Дас Тхакур видел сновидение, в котором божественная личность дала ему наставление получить посвящение от Локанатх Госвами. But Lokanath Goswami, out of extreme humility, had taken a vow not to initiate anyone. So what we have here or there was something like a transcendental deadlock. Но Локанатх Госвами из крайнего смирения дал обет никого не инициировать. Так что у нас тут произошло что-то вроде трансцендентной безвыходной ситуации. So Narottam came up with a plan to, show himself to be the humble servant he was of his Guru Maharaj. Поэтому Нароттам придумал план, чтобы проявить себя смиренным слугой, каковым он и был своего Гуру Махараджа. Now every day Lokanath Goswami would go to the certain part of the forest to answer the call of nature. So before that, Narottam would go with and place a fresh load of water at that place and kind of clean that place up before his Guru Maharaj arrived. Каждый день Локанатх Госвами ходил в определенную часть леса, чтобы ответить на зов природы. И перед этим Нароттам приходил в это место и наливал свежую воду в лоту и очищал это место до прихода своего Гуру Махараджа. And then Narottam would hide in the bushes, and after his Guru Maharaj had cleansed himself and left, Narottam would come and clean that place with a broom. И затем Нароттам скрывался в кустах, и после того, как его Гуру Махарадж омывался и уходил, Нароттам приходил и очищал это место метлой. Now we should note that Narottam was born as a prince, and he was a very exalted devotee, but nevertheless he showed the true spirit of a Vaishnava in his willingness to perform menial service. Теперь мы должны отметить, что Нароттам родился принцем и был очень возвышенным преданным. Но тем не менее, он показал истинный дух Вайшнава в своей готовности выполнять смиренное служение. So all this went on for 1 year, and finally, Lokanath Goswami was wondering, who's doing this for me? So he came a little early, and he saw Narottam, getting the place ready. So that very much touched his heart. Lokanath Goswami was very much touched by the menial service of Narottam. Итак, все это продолжалось в течение года, и, наконец, Локанатх Госвами задумался, кто это делает для меня? Итак, он пришел немного пораньше и увидел, как Нароттам подготавливает место. Это очень тронуло его сердце. Локанатх Госвами был очень тронут смиренным служением Нароттама. So he decided to initiate him. Он решил дать ему посвящение. And he said to him, quote, "On the Purnima of next month, I will accept you and give you Diksha. Please inform Sri Jiva Goswami of my decision." И он сказал ему, на Пурниму, в следующем месяце я приму тебя в ученики и дам тебе дикшу. Пожалуйста, сообщи Шри Дживе Госвами о моем решении. So after that famous initiation, Lokanath Goswami took Narottam to a secluded place
and taught him, quote, the esoteric art of devotional meditation practiced during the chanting of the holy names. После этого знаменитого посвящения Локанат Госвами отвел Нароттаму в уединенное место и обучил его эзотерическому искусству медитации в преданности, практикуемой во время воспевания святых имен. It was a very deep and very significant diksha. Это была очень глубокая и очень значимая дикша. And because the guru was very qualified and the disciple was very qualified, we see how much service Narottam Das Thakur went on to accomplish in his lifetime. Потому что гуру был очень квалифицированным, и ученик был очень квалифицированным. Мы видим, сколько служения Нароттам Дас Тхакур совершил за свою жизнь. He had received and he had imbibed the most precious mercy. Он получил и впитал самую бесценную милость. This is nicely described in Brihat Bhagavatamritam. Это хорошо описано в Брихат Бхагаватамрите. Param Gopyam Apishnikde Shishyavachcham Iti Shruti Tach Choryatam Mahabhaga Goloka Mahima Dhuna. The Vedas say that to a loyal disciple one may speak the confidential secret. Therefore, O most fortunate one, now please hear the glories of Goloka. Веды говорят, что сокровенную тайну можно открывать только преданному ученику. Поэтому, о самый удачливый, пожалуйста, выслушай теперь о славе Галоки. I pray to be a most loyal disciple of my spiritual master, Srila Prabhupada, and one day by his grace be enlightened by him into the confidential secrets of Sri Vrindavan Dham. Я молюсь, чтобы однажды стать самым преданным учеником моего духовного учителя Шрилы Прабхупады, чтобы по его милости быть посвященным им в сокровенные секреты Шри Вриндаван Дхамы. I have a long way to go, but that's my dream. Мне предстоит долгий путь, но это моя мечта. So, after blessing Narottam Das Thakur, Lokanath Goswami further instructed him in a pastime really that was meant for our own benefit. Итак, благословив Нароттам Дас Тхакура, Локанат Госвами далее давал ему наставление о лилы, которое в действительности предназначалось для нашего блага. So one very hot summer day, a pilgrim came to where Lokanath Goswami was doing japa, doing his bhajan under a tree in the forest. В один очень жаркий летний день паломник пришел туда, где Локанат Госвами воспевал джапу, совершал свой баджан под деревом в лесу. And he requested some water. И он попросил немного воды. But Lokanath Goswami was so absorbed in remembering the pastimes of Radha and Krishna that he had no outward awareness, and therefore he didn't respond to the pilgrim. Но Локанат Госвами был настолько погружен в памятование о лилах Радхи и Кришны, что не находился во внешнем сознании, и поэтому он не ответил паломнику. So the pilgrim, he went to Lokanath Goswami's new disciple, Narottam Das Thakur, who was chanting his japa nearby. Поэтому паломник отправился к новому ученику Локанатха Госвами, Нароттаму Дас Тхакуру, который повторял свою джапу поблизости. And he said, "Hey Baba, you young Baba, I'm very thirsty. Can you please get me some water?" И он сказал: «Эй, Баба, молодой Баба, я очень хочу пить. Не мог бы ты мне принести воды?» Narottam, he put down his beads, he stopped his japa, chanting of the holy names, and he went to a nearby well and he collected some water and he gave it to that pilgrim who drank it and went on his way. Нароттам положил свои четки, он прервал повторение своей джапы, повторение святых имен. Он пошел к ближайшему колодцу и набрал немного воды. Он дал ее этому паломнику, который выпил ее и пошел своей дорогой. And in the meantime, Lokanath Goswami returned to external consciousness, and knowing everything that had happened, he called Narottam Das Thakur over and he
slightly reprimanded him. Тем временем Локанат Госвами вернулся к внешнему сознанию и, зная обо всем, что произошло, позвал Нароттама Дас Thakura и слегка отчитал его. He said, Narottam, you should never interrupt your japa for anything. Он сказал: Нароттам, ты никогда не должен прерывать свою джапу ни для чего. Even the pious deed of providing a pilgrim or a traveler with water. Даже ради такого благочестивого поступка, как подать путнику или паломнику воды. He said when a Vaishnava chants the names of Radha and Krishna, he understands he's directly associating with the divine couple. Он сказал, когда Вайшнав воспевает имена Радхи и Кришны, он понимает, что непосредственно связан с божественной четой. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha. He said the names of Krishna and Krishna are identical. Он сказал, имена Кришны не отличны от самого Кришны. He said when we chant Lord Krishna's names, we should be completely absorbed, just like Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, and Sri Raghunath Das Goswami were when they chanted japa together. Он сказал, когда мы повторяем имена Господа Кришны, мы должны быть полностью погружены в воспевание, так же как Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами и Шри Рагунат Дас Госвами, когда они вместе воспевали джапу. They were oblivious to the passing of day into night and night into day. Они не обращали внимания, как ночь сменяет день, а день сменяет ночь. The time we spend with Krishna while chanting his holy names are the most precious and beneficial moments of our day. Время, которое мы проводим с Кришной, воспевая Его святые имена, это самые драгоценные и благотворные моменты нашего дня. And must not be interrupted for anything. Его ничто не должно прерывать. Do you understand, my son? Ты понимаешь, сын мой? So as the words of his Guru Maharaj entered his heart, Narottam said, "Yes, my master." Когда слова его Гуру Махараджа вошли в его сердце, Нароттам сказал: «Да, мой господин». And he sat down and again started chanting his japa, fully absorbed, while fully immersed in thinking of Radha and Krishna. И он сел и снова начал повторять свою джапу, полностью поглощенный, при полном погружении в мысли о Радхе Of course, и we should Кришне. understand that, Narottam needed no instruction on the chanting of the holy names. He's a Nitya Siddha. Конечно, мы должны понимать, что Нароттам не нуждался в наставлении о том, как воспевать святые имена. Он Нитья Сидха. But rather such pastimes take place for our benefit. Но такие лилы происходят для нашего блага. In the Prabhupada Lilamrita, there's a quote by Srila Prabhupada. В Прабхупада Лиламрити есть цитата Шрилы Прабхупады. And that is, quote, "There's a saying in India that a mother teaches her daughter-in-law by teaching her daughter. In other words, the mother will give an instruction to her own daughter, which is actually meant for her daughter-in-law." Вот она. В Индии есть поговорка, что мама учит невестку, обучая свою дочь. Другими словами, мама даст наставление своей дочери, которая на самом деле предназначена для ее невестки. So in the same way, sometimes the Lord utilizes his pure devotees to give instructions to us. Таким же образом, иногда Господь использует своих чистых преданных, чтобы дать нам And наставление. so Lokanath Goswami's advice to Narottam was in fact meant for all of us aspiring devotees. Так что наставление Локанатха Нароттаму на самом деле предназначается всем нам, начинающим преданным. So when it came time for Narottam, Srinivas, and Shyamananda to take the Goswami's books to Bengal, Narottam approached Lokanath Goswami and asked for his blessings. Поэтому, когда пришло время Нароттаму, Шринивасу и Шьямананде отвести книги Госвами в Бенгалию, Нароттам подошел к Локанат Госвами и попросил его благословения. So Lokanath Goswami said, "Yes, my son, I bless you to succeed in your mission and make Chaitanya Mahaprabhu happy."
Лаканат Госвами сказал: «Да, сын мой, я благословляю тебя, чтобы ты преуспел в твоей миссии и сделал Чайтанья Махапрабху счастливым». And when Narottam asked his spiritual master if he could come from time to visit him, Lokanath Goswami replied, "No, my child, you need not come. This will be the last time you see me." Когда Нароттам спросил своего духовного учителя, может ли он время от времени навещать его, Лаканат Госвами ответил: «Нет, дитя мое, тебе не нужно приходить. Это будет последний раз, когда ты видишь меня». And at that point, Narottam fainted. В этот момент Нароттам потерял сознание. And after regaining consciousness, he took hold of his spiritual master's feet, and the acharyas write, struggling to see his divine master through his tear-filled eyes, Narottam offered his respects again and again, and then he left. После того, как он пришел в сознание, он схватился за стопы своего духовного учителя, и ачарьи пишут: «Изо всех сил стараюсь увидеть своего божественного учителя глазами, полными слез». Нароттам снова и снова выражал ему свое почтение, а затем он ушел. And then, like a proper disciple, Narottam spent the rest of his life serving the instructions of his spiritual master. А затем, как настоящий ученик, Нароттам провел остаток своей жизни, служа наставлением своего духовного учителя. So Lokanath Goswami left this world in the year 1589 on the Krishna Paksha Ashtami of the month of Shravana. Лаканат Госвами покинул этот мир в 1589 году в Кришна Пакша Аштами, месяц Шравана. And his divine body was placed in Samadhi near the temple of Radha Gokulananda. Его божественное тело было помещено в самадхи возле храма Радха Гакулананды. Why there? Почему там? Because that was one of the principal places where he did his bhajan. It was all forest or jungle in those days, so that was one of the principal places he did his bhajan. Потому что это было одно из основных мест, где он проводил свой баджан. В те дни это был густой лес, джунгли, и это было одно из основных мест, где он проводил свой баджан. And it's described that that place is just permeated by his bhav. Описывается, что это место просто пропитано его бхавой. That's where he sat and chanted thousands and thousands of rounds. Это то место, где он сидел и воспевал тысячи и тысячи кругов. He also worshipped Radha Vinod there. Он также поклонялся там Радха Виноду. And at that place, that's the place he gave Diksha to Narottam Das Thakur. В этом месте он дал дикшу Нароттаму Дасу Тхакуру. And his deities, Lokanath Goswami's deities, Radha Vinod, are now being worshipped in Jaipur. Божествам Лаканат Госвами, Радха Виноду сейчас поклоняются в Джайпуре. So years later, when Narottam Das Thakur left this world, some of his personal items were placed in samadhi, a pushpa samadhi, next to the samadhi of Lokanath Goswami. Спустя годы, когда Нароттам Дас Тхакур покинул этот мир, некоторые из его личных вещей были помещены в самадхи, в пушка самадхи рядом с самадхи Лаканат Госвами. So the acharyas conclude, thus master and disciple were reunited. Ачарья приходят к выводу: так учитель и ученик воссоединились. Hare Krishna. Lokanath Goswami ki, Srila Narottam Das Thakur ki, Six Goswamis Vrindavan ki, Sri Vrindavan Dhama ki. So today we'll finish with some beautiful prayers by Narottam Das Thakur glorifying Lokanath Goswami. Итак, сегодня мы закончим несколькими красивыми молитвами Нароттама Дас Тхакура, прославляющими Лаканатха Госвами. O Lokanath, O my master, please be merciful to me. Bless me that Radha and Krishna's lotus feet will always be fixed in my mind, and that I may associate with you in your form as a gopi. О, Лаканатх, о мой господин, пожалуйста, будь милостив ко мне. Благослови меня, чтобы мой ум всегда был сосредоточен на лотосных стопах Радхи и Кришны, и чтобы я мог общаться с тобой в твоей форме гопи.
O Master, when by your mercy will I be allowed to serve the lotus feet of Sri Radha, the best of all gopis? When that time comes, service to the divine couple will certainly flood me with boundless bliss. О Господин, когда по Твоей милости мне будет позволено служить лотосным стопам Шри Радхи, лучшей из всех гопи, когда этот час наступит, служение божественной чите непременно затопит меня безграничным блаженством. The perfect master and the perfect disciple. Совершенный учитель и совершенный ученик. So I'd like to thank all of you devotees once again for giving me this very privileged opportunity to share the lives of all these great acharyas and their pastimes in our beloved Vrindavan Dham. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас, преданные, за то, что вы даете мне эту особую возможность поделиться с вами историями из жизни всех этих великих ачарьях и их лилах в нашей возлюбленной Вриндаван-дхаме. No doubt when that time comes and we're all together again, either in your country or in Vrindavan or Mayapur, we'll simply repeat these same pastimes again and again because they remain ever fresh and ever sweet. Вне всякого сомнения, когда придет то время, и мы снова будем все вместе, либо в вашей стране, либо во Вриндаване, либо в Майяпуре, мы будем просто повторять эти же лилы снова и снова, потому что они всегда остаются свежими и всегда сладкими. And they're pregnant with so many important and relevant instructions how we now in this modern day can advance in Krishna consciousness. И они полны столь важными и необходимыми наставлениями о том, как мы можем продвигаться в сознании Кришны в наши дни. So I think next lecture we'll do Jayadev Goswami. Я думаю, что следующая лекция будет о Джаядеве Госвами. He's also a very important personality in our tradition. Он также очень важная личность в нашей традиции. He appeared long ago before Chaitanya Mahaprabhu. Он явился очень-очень задолго до Чайтаньи Махапрабху. But he also spent time in Vrindavan. Но он тоже проводил время во Вриндаване. In fact, his deities were Radha Madhava, and he worshipped Radha Madhava on the banks of the Jamuna River at Keshigat. Его божествами были Рада Мадава. Он поклонялся Рада Мадаве на берегу реки Ямуны, в Кешигате. And there's so much nectar about Jayadev Goswami, so much. Есть так много нектара о Джаядеве Госвами. Так много нектара. So I'll start studying right away. Так что я незамедлительно приступаю к изучению, So I can pour this nectar into your hearts in a few days. Just pour this nectar into чтобы your hearts. через несколько дней я смог влить этот нектар в ваши сердца. Влить этот нектар в ваши By сердца. Srila Prabhupada's mercy. По милости Шрилы Прабхупады. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki, Vrindavan Eshwari Shrimati Radharani ki, Srila Prabhupada ki, back home, back to Godhead ki, Lokanath Goswami ki, Narottam Das Thakur ki, Shishi Radha Vinodji ki, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. Hare Krishna. See you soon. Харе Кришна. Увидимся скоро. Шрила Гурудева Ки Чай.